Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из рекламного аккаунта Facebook в email-сервис MailerLite. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете в MailerLite добавлять новых подписчиков, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Теперь переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой рекламные страницы, по которым вы хотите получать новые лиды. Я рекомендую отмечать галочкой сразу все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Если после подключения аккаунта Facebook у вас появится доступ к новой рекламной странице, вам необходимо будет через инкогнито в браузере повторить подключение Facebook к системе Apex Drive, перейти на этот этап и отметить нужную страницу галочкой. Все галочки доступа оставляем включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу и формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем формам, оставляем «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем в списке «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем нужные формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или отображаются тестовые данные Apex Drive, вам необходимо дождаться реального лида или сгенерировать тестовый лид вручную через рекламный кабинет Facebook. После того, как этот лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем MailerLite. Далее необходимо выбрать действие «Добавить подписчика». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailerLite к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Для того, чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailerLite. Далее переходим в раздел «Интеграции». Теперь нам необходимо использовать приложение Developer API. В этом приложении нам необходимо сгенерировать API-ключ. После того, как это произойдет, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, в которую вы будете добавлять новых подписчиков при каждом новом лиде из Facebook. Теперь вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового подписчика. В эти поля вы можете назначать переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailerLite в виде новых подписчиков при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailerLite». После успешной отправки переходим в MailerLite
и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailerLite успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!